Доброе утро! Итак, мое кулинарное приключение продолжается, и я начинаю первый раз выпекать хлеб в хлебопечке. Идем строго по рецепту производителя. Я выбрала для выпечки французский хлеб. На 1 килограмм хлеба нам надо 320 граммов воды, 3 столовые ложки масла оливкового или сливочного. Дальше 1 чайная ложка соли, 4 столовые ложки молоко в порошке, мука пол-килограмма просеянной муки и 1,5 чайной ложки сухих дрожжей. Итак, я подготовила все ингредиенты. На дно нашего ведерка мы наливаем подсолнечное масло или оливковое, или сливочное. Я буду использовать оливковое масло. Производитель говорит, старайтесь попасть на саму мешалку, чтобы ей было легче вымешивать тесто. Я так и сделала. Теперь добавляем сюда 1 чайную ложку соли. Я вот так вот без горочки. Дальше. Немного подогреваем в микроволновке нашу воду. Буквально я вот поставила 30 секунд, она теплая. Это для того, чтобы наши дрожжи быстрее прореагировали. Теперь добавляем нашу воду в наше ведерко. Хочу так, чтобы было видно, но, наверное, плохо видно. В наше ведерко. Теперь добавляем 4 столовые ложки сухого молока в нашу воду. Муку обязательно просеиваем, пол-килограмма муки просеиваем. Просеянная мука, она обогащает кислород в нашем хлебушке, и хлебушек получается пышный. Теперь высыпаем нашу муку в ведерко. Сделаем небольшое углубление в нашей муке, не доставая воды, и высыпаем наши дрожжи. Можно вот так вот немножечко их присыпать. Все. Что мы делаем дальше? Дальше ставим наше ведерко в хлебопечку и выбираем режим выпекания. Так, режим выпекания. Три часа и 19 минут будет выпекаться наш хлебушек. Первые 10 минут, как я понимаю, наша хлебопечка будет вымешивать тесто без нагрева. Поэтому можно следить за замесом с открытой крышкой. Итак, замес продолжается. Вот там вот в уголочке я вижу есть мука. Я сейчас остановлю хлебопечку и просто силиконовой лопаткой вот так вот все аккуратненько. Теперь я закрою крышку и не буду трогать хлебопечку до окончания выпечки. Буду просто наблюдать, как поднимается наше тесто.
Итак, наш хлеб готов. Вытаскиваем наше ведерко и дадим ему немного остыть. Я сейчас вытряхну хлеб на досточку и проверю, или не осталась мешалка в хлебе. Если осталось, то использую специальный крючок, который был в комплекте хлебопечки, и постараюсь аккуратно вытащить мешалку. Итак, мешалка моя не осталась в хлебе, крючок мне не пригодился. Хлебушек получился у меня ароматный, с хрустящей золотистой корочкой и нежным воздушным мякишем. Вкус у хлеба потрясающий, рецепт очень легкий. Все ингредиенты закидываем в ведерко, нажимаем на кнопочку и занимаемся себе спокойненько другими делами. А пока выпекается мой хлеб, я решила помыть окно на кухне. У нас был дождик. Очень не люблю грязные окна после дождя. Ты как будто огорожен от внешнего мира. А чистые окна – это залог хорошего настроения. Мою окно мягкой тряпочкой и обычным средством для мытья окон. Вытираю насухо мягкой салфеткой. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the А теперь я займусь орхидеями. Мои орхидеи цветут именно зимой, не знаю почему. Поливаю я их не часто, но опрыскивание цветка надо выполнять намного чаще. Но все зависит от температуры воздуха в вашей квартире. Чем теплее, тем чаще. Очень важно при опрыскивании, чтобы вода не попадала в пазухи листьев. В конце февраля я планирую заменить субстрат и заняться пересадкой. В среднем я их поливаю раз в 7-10 дней. Мой метод ухода интуитивен, в чем-то подкреплен информацией из интернета, но я допускаю, что могу делать что-то неправильно. И не считаю себя опытным цветоводом, но я заметила, что у меня отлично приживаются 3 типа растений. Именно орхидея у меня на первом месте. Также я могу сказать, что я даже особо не слежу за цветами. Я их исправно поливаю, ухаживаю за листочками, разговариваю с ними. Надеюсь, моя любовь к орхидеям взаимна. Вы, наверное, заметили, что у меня есть орхидеи, которые растут в закрытой системе. Мне кажется, что в закрытой системе они менее прихотливы и требуют гораздо меньше ухода. Еще я заметила, что в закрытой системе листья растут гораздо быстрее, а также увеличивается процесс цветения. Закрытая система очень подходит для мест с сухим климатом, так как у нас, вот, например. И еще я считаю, что именно орхидея фаленопсис считается самым простым и неприхотливым сортом орхидей. Ну что, девчонки, пришло время готовить обед. Я буду готовить пастицию. Это макароны по-гречески или греческая макаронная запеканка с соусом бешамель. Займусь начинкой. Приготовление начинки у меня не занимает много времени. Разогреваем наше оливковое масло. Обжариваем фарш. Фарш у меня смесь говядины со свининой 50/50. Добавляем мелко натертый лук. Можно добавить чеснок. Добавляем соль, перец по вкусу. Добавляем специи. Я добавляю обязательно орегано, но нам очень нравится. Можно добавить мускатный орех, томатную пасту. Добавляем немножко воды и даем немножко протушиться нашей начинке. Хочу сказать вам, девчонки, что в каждом регионе Греции существует свой рецепт пастицию. Этому рецепту научила меня моя свекровь 25 лет назад. И этим рецептом я пользуюсь уже очень много лет и не меняю ничего.
Итак, наша начинка уже готова. Воду мы довели до кипения. Соль по вкусу. И высыпаем наши макароны. Я традиционно использую длинные макароны-трубочки. Варим наши макароны на слабом огне. Наши макарошки уже готовы. Мы их откидываем на дуршлаг. Промываем проточной водой. Дальше берем противень или глубокую сковороду. Смазываем сливочным маслом и выложим наши макароны. Я сковороду не смазывала маслом, так как я масло растопила и просто перемазала свои макарошки. Сверху макароны посыпаем твердым сыром на ваш вкус и выкладываем весь мясной соус. А теперь самая главная часть нашего блюда. Это крем-бешамель. Для начала растопим сливочное масло. Когда масло прогреется, добавим 2 столовые ложки крахмала и 4 столовые ложки муки. Постоянно перемешиваем массу, пока она не впитает все масло. Добавляем молоко, лучше частями. Но я добавляю сразу, так как я уже привыкла. Для вас, кто будете делать впервые, лучше добавляйте частями. В зависимости от качества муки у вас может получиться соус очень густой или наоборот. Это можно исправить, либо добавляя немного молока в густой соус, либо 1-2 столовые ложки крахмала в жидкий соус. Все очень хорошо и тщательно перемешиваем. Доводим до закипания. Потом мы добавляем немного соли, немного перца. Когда уже бешамель закипел, тогда мы добавляем 2 яйца. Еще раз хорошенько быстро перемешиваем. Даем закипеть, буквально 2-3 минуточки. Выключаем, и наш бешамель готов. Выливаем весь бешамель и распределяем его поверх фарша. Сверху посыпаем тертым сыром на ваш вкус. Потом отправляем в разогретую духовку до 180-190 градусов и запекаем 40-50 минут до образования румяной корочки. Готовому блюду нужно дать минут 15-20 настояться, чтобы оно схватилось и держало свою форму при подаче. Дополняем блюдо овощным салатом и подаем к столу. А я на этой вкусной нотке буду с вами прощаться. Если вам понравилось, не забудьте подписаться и поставить лайк. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.